Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости канала. В одном из своих видео показывала, как сделать вот такое начало вязания, которое я использую для резинки 1 на 1, 2 на 2 и для лицевой глади. Предлагаю вам вот такое вот окончание, которое подходит вот к такому началу, поворотными рядами. Также по кругу я покажу. Ссылки на начало, вот это начало и болгарский зачин. Будет сейчас ссылочка на эти видео. Также на видео начало вот такое. У меня есть начало, тоже отдельное видео снято по нему. Кто-то называет его французским. Я не знаю, утверждать не стану. Я название его действительно не знаю. Значит, как сделать это поворотными рядами, такое вот окончание, и как сделать это по кругу. Вот сейчас я вяжу топ, и как раз мне очень хорошо подходит вот это начало и вот это окончание к нему. Нужно провязать 2 ряда. Снимаем первую кромочную. Далее первую снимаем, не провязывая нить впереди работы, перед работой. Следующую провязываем изнаночной. Следующую снимаем нить перед работой. Следующую провязываем изнаночной. Итак, каждую вторую снимаем нить перед работой. И каждую вторую провязываем изнаночной. Снимаем нить перед работой, следующую провязываем изнаночной, последняя изнаночная кромочная, поворачиваем на изнаночную сторону, снимаем кромочную, не провязывая, смотрим, здесь у нас провязанная петля, значит ее мы сейчас снимаем нить за работой, следующую провязываем лицевой. Видим, вот она провязанная. Ее мы снимаем, не провязывая, нить за работой. Следующую, вот она у нас снятая. Снятую провязываем лицевой. Провязанную снимаем нить за работой. Провязанную на этой стороне, вернее, снятую, не провязывая на этой стороне, мы ее должны здесь провязать лицевой. Далее снимаем нить за работой. Следующая лицевой. Снимаем нить за работой, следующая лицевой. Снимаем нить за работой, следующая лицевой. Чтобы себя проверить, мы можем поворачивать и смотреть. Вот это у нас провязанная, значит мы ее снимаем сейчас. Нить за работой. Вот это у нас снятая, не провязанная. Значит ее мы должны провязать лицевой. Последняя кромочная, изнаночной. Провязали. Посмотрим. Вот уже образовывается у нас край перед закрытием. И теперь вы на лицевой стороне закрываете любым, каким считаете удобным для вас способом. Ну, например, я закрою обычным классическим. Я обычно всегда закрываю с помощью крючка. То же самое можно делать, конечно же, спицей. Начну спицей, дабы никого не сбивать с толку. Так бывает. Снимаем кромочную, провязываем следующую лицевой, предыдущую накидываем сверху.
Следующую провязываем лицевой, предыдущую накидываем сверху. Закрытие не должно быть плотным, стянутым. Следующую лицевой, накидываем предыдущую сверху. Крючком будет то же самое. Просто крючком действуем так же, как мы действовали бы спицей. Провязали и сразу же протягиваю через предыдущую. Провязали и сразу же протягиваю через предыдущую. Вот таким образом закрываем до конца. Я сделала полное закрытие. Вот таким образом выглядит край. Если, например, смотреть на болгарский почин, то, мне кажется, прям очень хорошо подойдет вот это закрытие. То есть окончание, скажем так, вязание перед закрытием. Если вы хотели бы, да, начать болгарским зачином и закончить как-то похоже, то вполне вот подойдет вот такой способ. Закрыть вы можете не обязательно классическим способом, попробовать какие-то другие и выбрать уже сами. Сейчас покажу, как это делается по кругу. Сейчас я делаю закрытие низа изделия вот этого топа по кругу. Это окончание, в общем-то, вязания. Вот сейчас я полностью провязала последний ряд перед окончанием. И теперь я снимаю первую нить перед работой, следующую провязываю изнаночной. Снимаю нить перед работой, следующую провязываю изнаночной. Снимаю нить перед работой, следующую провязываю изнаночной. Снимаю нить перед работой, следующую провязываю изнаночной. Нить перед работой сняли, следующая изнаночной, и так до конца ряда. В результате всех убавок количество моих петель стало равное нечетному. Это очень кстати, потому что, довязав до конца ряда, мы видим, что сейчас мы должны сделать снятие без провязывания нить перед работой. Переносим маркер начала вязания, и у нас такое же снятие здесь. И мы как раз таки должны сейчас провязывать эту петлю. Сейчас мы не провязанные провязываем изнаночной. Если у вас количество четное, вы можете добрать или убавить одну петлю, чтобы у вас тоже количество было нечетным. А теперь не провязанные мы провязали вот сейчас изнаночной, а провязанные мы снимаем и снова нить перед работой. Далее не провязанные мы провязываем, а эту мы снимаем нить перед работой. То есть там мы провязывали их лицевыми, значит здесь они должны быть изнаночными. Поскольку у нас здесь нет изнаночных рядов, там мы провязывали лицевые, значит здесь они должны быть изнаночными. Провязываем изнаночной, провязанную снимаем нить перед работой. По сути мы делаем то же самое, что и в первом ряду, только теперь мы снимаем провязанные, а не провязанные провязываем. То есть сейчас у нас изнаночная, снимаем нить перед работой, изнаночная, снимаем нить перед работой, и так до конца ряда. В одном из своих видео я показывала вот такое начало, на него будет ссылочка. Видите, я считаю, что очень даже они друг к другу подходят. Вот что мы получили. Пока я не решила, как закрывать, поэтому в окончательном варианте я вам показать не могу. Но вот поскольку начинала я вот таким образом, вот таким будет окончание. Мне кажется, они очень даже друг к другу подходят. Кому показалось полезным это видео, ставьте, пожалуйста, лайки, не забывайте. Всего доброго, вяжите с удовольствием, Марина.